Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро-прогноз, таро-расклад, поворот судьбы, неожиданности и сюрпризы до конца октября месяца. Давайте узнаем, о чем нам расскажут карты. И у нас сегодня две колоды. Первая – это пасьянс, который я так и назвала, когда создавала неожиданности и сюрпризы. Вот на нем мы узнаем, как же, что, с чем может быть связано. И проясним с вами, каковы, может быть, обстоятельства или конкретные ситуации. Все же вот эти рандомные карты с их множеством значений, они больше нам какую-то ситуацию так беспристрастно описывают. А после неожиданности и сюрприза мы спросим у колоды карт Таро времена года. С чем это может быть связано и каков итог будет. Раскроем. А возможно, какой-то факт неожиданный перейдет потом в сюрприз. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Нам, ух ты, как карты прямо торопятся, чтобы я их не перемешивала. Хорошо, оставим так. Так вот, часто нам жизнь предоставляет возможность совсем не тем путем, которым мы хотели бы или даже ожидали. Поэтому рассмотреть разные варианты. Допустить где-то невозможное. Или то, чего мы не предполагали заранее. Итак, смотрим. Смотрим вместе. Если я что-то пропускаю, вы мне напишите. Выпадает якорь, и поэтому это ваше прочное положение. Это символ надежности, уверенности. Когда у вас все под контролем, мои дорогие, это когда вы, в принципе, можете где-то корректировать обстановку. Ну, по силе своих возможностей и изменять то, что вам не нравится где-то. Нам не говорят, что мы настаиваем. Все же якорь – это то значение, когда без резких движений, когда больше с позиции себе не навредить. Но всегда якорь дает большие возможности. И есть, конечно, в значении якорь и такой пункт, когда мы можем вообще ничего не делать. Расслабиться и думать, ну, как-то вот оно само там разберется, обустроится. И можем потерять время. Такой момент тоже есть. Выпадает книга, как раз вместе с якорем. Может быть, есть тот вопрос, который вам сложно нужно укрепить. Или застолбить, может быть, свое положение. Укрепить как раз свое доброе имя или позицию в обществе, в конкретном коллективе, на работе. И вам придется что-то изучать. Может быть, мои дорогие львы и львицы, заниматься чем-то таким, что вам вроде бы как знакомо. Или когда-то вы прежде это делали. Но вы не думали, что это потребуется в работе. К примеру, это могло быть просто хобби. Вы любили рисовать. И никогда бы не представляли, что вот это умение или ваш, мои дорогие, талант. А у вас как раз символ где-то осени, когда мы сами себя словно открываем заново. И вот этот Плутон в Козероге, который заходит и делает последний реверанс, и закончится это 20 ноября, то это как раз может и говорить о том, что вы себя, свои таланты, как открываете заново и развиваете в каком-то новом ключе. Или вы видите, как вы можете приложить куда, например, свое творчество, свои знания, свои умения. Правда, и сделаете причем это великолепно, лучше всех. Рядом якорь. Поэтому вы укрепите многократно свои позиции, не тушуйтесь, и если вы раньше могли думать, что, ну, вот это мое умение, оно никому не нужно, и это где-то я так в уголке или сам для себя оставляю, а тут это может быть полезно окружающим, или, опять же, вам прибавит статусу, прибавит каких-то бонусов, поэтому не бойтесь что-то начинать. Вот, может быть, и аккуратно, но или где-то доизучать, каким образом я могу это применить. Ну, а кто-то может, к примеру, и любой вариант может быть. У вас была склонность к изучению языков, вам всегда это было интересно.
Но прежде вы не видели, опять же, по работе или по каким-то своим делам, по прогрессу, что, в принципе, вам это нужно. Или жизнь поставила перед вами совершенно другие планы, и вы этим не развивали, не занимались, не развивали. То вот здесь может быть -то как раз тот случай, когда, да, мне вроде бы языки раньше давались легко, а здесь вы увидите просто необходимости, новые возможности. Но, пожалуй, с любым действием в нашей жизни и вашим каким-то интересом может быть как и укрепление ваших позиций, так и развитие вас самих, ваших талантов. Выпадает еще нам конверт, причем этот конверт любовный. Тут несколько конвертов, есть и официальные. Это может быть как от вашего любимого человека какое-то известие, или вы будете заниматься тем, что какие-то документы, может быть, по части личной истории подписывать, согласовывать или узнавать, как это осуществить. У кого-то могут быть попросту серьезные разговоры по поводу бракосочетания. У нас еще семейное счастье. Но для тех, кто имеет уже семью, или тех, кто в паре, тут какие-то хорошие новости по части личной жизни. Но и, безусловно, когда подкова не только семейное счастье, это может быть еще как благоустройство дома. Вместе вы по поводу вашего жилища какие-то важные решения будете принимать или советоваться, что-то обсуждать. Но это все то, что в приятных энергиях, мои дорогие. Давайте пойдем дальше. Что нам еще будут рассказывать карты? Попутно смотрю, что у вас еще совпало. У вас совпадает колесо фортуны. Это шанс, безусловно. Сама по себе фортуна. Или это та возможность, я вот только что где-то об этом и сказала, которую вы не должны упустить. Будьте внимательны. Наш век, мы с вами проживаем в век больших перемен. И он как раз богат на те события, когда, ну, есть что-то в нашей жизни, мы не можем это просчитать с точностью до каких-то мелочей. Поэтому очень важно слушать свою интуицию. Вот в этом направлении мое хорошо есть или нет? Или захотелось вам чем-то заниматься или развиваться в этом направлении? Потому что колесо фортуны – это вот то, чего мы не предполагали. Но для нас является прекрасной возможностью, которую вы не должны упустить, мои дорогие львы и львицы. Давайте посмотрим, что у вас еще сошлось. И надо признать, я не вижу больше совпадений. Пока перемешиваю таро, давайте посмотрим еще более внимательно. В целом нам, конечно, карты пасьянса про неожиданность как раз и хотят сказать, что какая-то неожиданность может быть для вас как открытие собственных талантов и большой сюрприз. И более того, как высшие силы вам помогают. Все же колесо фортуны. И есть такой момент, когда, может быть, вот в конкретном промежутке времени складываются обстоятельства вам с хорошим плюсом. И мы не можем это отложить на потом. Ку железо пока горячо. Я всегда и в картах Таро по таким картам говорю, что вовремя вот это время ухватить, не упустить, не понадеяться, что случай вам еще раз предоставится. То, что мы не используем, нас может отбросить на очень долгий период времени. И у вас, мои дорогие, выпадает карта кольца. Здорово. Тут, правда, вот по личной жизни нам сказали какие-то приятные, добрые вести. Может быть, и тот человек, о котором все же у нас письмо, если вы с ним на расстоянии или была какая-то прежде история. Здесь может появиться как и человек, и важные разговоры могут состояться для того, чтобы, опять же, лучше понять друг друга или провести откровенные разговоры. Или пусть нам показывают какую-то иную даже ситуацию. Кольцо – это всегда прочный союз. Может быть, для кого-то из вас это упрочение, опять же, положения или где-то на по вашему месту службы, или
К примеру, у вас свой бизнес, вы ищете партнеров. Можно ведь и так, и партнеров найти. Может быть, вы занимаетесь творчеством, можно и меценатов найти. И такое тоже я как раз не отрицаю с учетом колеса фортуны. Штурвал, многие пишут. Ну да, я изобразила как штурвал, чтобы, в принципе, вот это значение колеса, нам ведь тоже про штурвал о чем хотят сказать. Держись ближе к центру этого штурвала. Ты не можешь ни на мгновение его выпустить из своих рук. Поэтому как и неожиданности, так и сюрпризы на этой неделе будут. Так видят карты. Давайте у Таро узнаем, каковы же неожиданности, и достанем 3 карты. Умеренность. И мы говорили, якорь, да, спокойное течение жизни и все то, что вас, мои дорогие, не мучает, все то, что не создает вам каких-то проблем. Или вот это состояние души в сторону моего хорошо, я уже об этом сказала. Это будет очень важно прочувствовать, потому что по аркану умеренности тоже идут неслучайные случайности, которые мы должны рассмотреть. И рассмотреть это на полном скаку, на бегу невозможно. Это можно где-то при достаточном балансе внутри нас самих, при определенной неспешности, нет ритма синкопы, и тогда мы увидим какие-то мелочи. Это может выглядеть как что-то, ну, какой-то пустяк, а на деле для вас сыграет какую-то очень важную роль или добрую службу. Для кого-то из вас могут предложить поездку или работу, которая связана с перемещениями, командировками, или, может быть, в другом офисе, в другом филиале. По 6 мечей мы так немножко, ну, можем засомневаться. Или нам может даже что-то не понравиться. Обратите внимание, на 6 мечей как раз изображен нам человек, который, ну, не назовешь счастливым его лицо. Да, он принял важное решение отплыть, как будто уехать вот с этого берега, где уже все безжизненно. И он толкает вперед лодку, вот-вот он в нее запрыгнет и отправится. Но он сосредоточен, и в то же время есть понимание вот такое беспристрастно холодное, что на прежнем берегу делать нечего. Но в то же время и собранность внутренняя, и готовность где-то критично рассматривать любую ситуацию, которая встретится на пути. И все же это карта заслуженного успеха. Да, это не тот успех, который как фурор приходит в узкий короткий промежуток времени, как мы, к примеру, до конца октября. Но это то, что будет продолжено и в последующем будет для вас служить успехом. Поэтому что-то не упустить нам уже. И карты тоже дважды где-то повторяют Таро. По этой карте, может быть, когда вы... И она советует все же мечи. Это воздух, пространство, вселенная. Это эфир, это интернет. И поэтому больше путешествий, больше драйва. Если мы говорим неожиданность. Не отказывайтесь, если вам предлагают что-то непонятно невероятное. Рассмотрите. При этом толику мужества и толику удачи обеспечит вам какой-то успех. Какое-то статическое состояние, несмотря на то, что якорь. На этой неделе не говорит, тем не менее, о том, что вы никуда не едете или не планируете куда-то отправиться. Вы, наоборот, может быть, можете планировать что-то изменить кардинально. Или, мои дорогие, уделите внимание вашему отчасти имиджу, вашей популярности, я имею в виду в первую очередь. Мы говорим про интернет, как раз работа, может быть, с IT-технологиями или какими-то новыми ресурсами. Для вас откроют новые варианты, кстати, творчества или изучения. Может быть, вы будете какие-то онлайн-курсы проходить для того, чтобы изучить или осваивать новые способы работы в интернет. И такое тоже могу предположить. Дорогу осилит идущий, неожиданности. И опять нам об изучении. Изучение каких-либо наук или... А математике, может быть, я имею в виду денежный какой-то эквивалент, потому что принцесса Пентаклей нужно что-то подсчитать. Но по принцессе Пентаклей конкретно такое значение идет, как
прилежная ученица, значит, чему-то прилежно учитесь или достаете, как будто раздобудете какую-то информацию совершенно необходимую. Давайте мы узнаем, а каковы сюрпризы. Из этих неожиданностей как раз получатся какие-то сюрпризы. Что же за сюрпризы для львов? Вот, например, умеренность помогает как раз балансировать внутренние эмоции, достичь взаимопонимания. Дуальная карта, двойка чаш. Это как и какие-то важные диалоги. У кого-то это может быть с работой или с вашим творчеством, бизнесом. Но это еще и личная жизнь, карта любви. Поэтому, ну, определенные бонусы нам уже сразу говорят о них. И где-то хорошее настроение, которое придает уверенности. Как сюрприз будет возможность как и договориться, так и со своим любимым человеком с чем-то разобраться. И вот смотрите, многие из вас задумают делать карьеру всерьез. Это карта принцесса жезлов. Это тоже некоторые начинания. И ее значение – служанка в ожидании. Нам показана девушка молодая. Неважно, что меня сейчас смотрят мужчины. Мы ведь рассматриваем как сюрприз. А вверху у нас карта шестерка мечей. Когда человек принимает окончательное решение. И, видимо, окончательное решение, оно будет по поводу, в первую очередь, того, что у меня появилась возможность больше не оставаться на вторых ролях. У меня появилась возможность, возможно, и в личной жизни, когда была какая-то путаница и неразбериха, и я кого-то ждал или ждала, а теперь можно уже не ждать. Теперь я могу предположить, как какие-то пункты ваших взаимоотношений, они выйдут на поверхность и будет что-то достаточно ясно. Нужно сказать, что еще и ноябрь месяц планетарно, как и транзиты, так и звезды, нам по гороскопу обещают период ясности. Она может быть разная, и приходить она к нам может совершенно неожиданно в ноябре. Но дополнительно еще что-то будет проясняться. Но кто знает, вот где-то как прелюдия конца октября, она может и сопровождаться тем, когда вы собственные планы, куда же я хочу идти, или где я хочу находиться, какую общность вокруг себя, социум я хочу построить, кому я доверяю, или как я буду развивать себя, какое качество жизни я хочу построить. И это очень позитивная карта, потому что рядом двойка чаш. Главное поставить себе перед собой цель, намерения, и для вас не будет ничего невозможного. Давайте узнаем третий сюрприз. У нас карта обучения. Ну, это карта иллюзий. Это карта того, что нас что-то вдохновляет, но еще нам предстоит из многих желаний. Семерка чаш. Много чаш, как минимум 7, а может быть и больше у кого-то. А нам нужно будет отдать чему-то приоритет. И изучать даже нужно, может быть, все 7, мои дорогие, прежде чем что-то у вас выстроится в красивые и ровные, стройные кружева, в какой-то узор выложится. Вам предстоит где-то применить или словно примерить на себя. Будет ли у меня в этом деле успех? Дай-ка я попробую. Здесь все-таки вот этот успех к вам приходит через определенный опыт и через изучение. Может быть, этот опыт совсем не продолжительный, но он вам совершенно необходим, чтобы вы с чем-то определились. Поэтому действительно не упустите какие-то возможности. Не давайте заранее каких-то таких, знаете, как с точностью да или нет заявлений или вердиктов. Не оправдывайте в то же время чьи-то ожидания. Лучше взять какую-то нейтральную позицию, чтобы можно было совершить маневр. Если вы видите, что по какой-то причине вам разонравилось это направление или появилось что-то еще, ну вот примерить на себя действительно нужно. Поэтому некоторый нейтралитет, баланс держать придется, потому что это вам во благо. Давайте узнаем, каков же итог из всего то, что нам показали до конца октября. Королева чаш. Нет, тут все-таки какая-то душевно-личная история. И часто это наши близкие проходят. И неважно, кто меня смотрит, мужчина или девочки, какая-то ваша, может быть, дружба,
которая будет более тесной, или вы прочувствуете, что у человека, может быть, есть к вам интерес. Для людей, тех, кто в паре, те, кто люди семейные, значит, какие-то есть такие дела внутри вашей пары, внутри вашей семьи, когда вы будете обсуждать самые разные вопросы. Вопросы денег, вопросы жилища, улучшения условий жилищных. Или, может быть, когда вы друг с другом на одной волне, кто знает, надумаете построить семейный бизнес или какое-то взаимодействие еще друг с другом. Но это, безусловно, карта любящего человека. В первую очередь взаимопомощи и приятных эмоций. Это чувственная карта. Поэтому с чувствами должен быть порядок до конца октября. Как минимум прояснить. Каков же итог по второму дуплету? Мир. Ну какие ж тут вторые роли? Весь мир у ваших ног. Перед вами грандиозное будущее. Не побоюсь этого сказать. Поэтому нельзя себя на вторые роли поставить, мои дорогие львы и львицы. Но еще и вердикты выносить, как я сказала, четко кому-то да говорить или от чего-то четко отказываться. Тут нужно примерять именно на себя самые разные, ваши, может быть, амплуа. Попробовать себя в том деле, в котором прежде вы не пробовали, но, может быть, хотели. Или это было, повторяюсь, как ваше творчество или какое-то увлечение. Мир, это правда, карта будет еще дополнительно нам говорить, что отправляйтесь в поездку, потому что для вас будут новые перспективы. Для кого-то как работа, релокация офиса или перенос, может быть, филиала вашего офиса, организации. Вам предложено там работать. Соглашайтесь. Там вы, во-первых, не будете на первых ролях, а во-вторых, вы сами для себя какую-то совершенно новую парадигму жизни откроете. Ведь по карте мир мы сами по себе итоги подводим. И более чем счастливы. Прекрасно. Это возможности, в первую очередь. Каков итог? А тут прям как по судьбе. Вот вам и колесо фортуны. И все то, что я говорила по третьему дуплету, карта Иерофант. Это когда мы что-то оформляем. У кого-то будут оформлены, может быть, отношения. Может быть, отношения с работодателем. Планетарно мы можем пересматривать брачные договоры, кстати, какие-то контракты. Переоформлять документы. Это так вот беспристрастно по гороскопу, по планетам. По этой карте мы уважаем закон, мы, кстати, уважаем систему иерархии. Мы не идем против этой иерархии. Традиции тоже выпадают точнее, где-то подразумеваются под картой Иерофант. Опять же, учение, потому что это великий учитель. Это тот, который готов сам учить, передавать свои умения, навыки, знания. Так и мы готовы учиться. И вы можете, мои быть, дорогие львы, в любой из позиций. Или ученик, или учитель, кстати. Это ведь вы можете кого-то учить тому, что знаете и умеете сами. Для тех, кто принадлежит из вас к преподавательскому составу, тут можно построить головокружительную карьеру. И неважно, где вы трудитесь, в школе или в высшем учебном заведении. Написать диссертацию, научный труд, это точно. Вот какой-то научный труд, может быть, кто-то из вас или книгу начнет писать, или какую-то еще работу, задумается, по крайней мере, об этом. Или сделать какие-то важные публикации, тогда вы будете продумывать, как мне в этом может помочь интернет. И, мои дорогие, он вам такие может помочь. Дважды нам говорят, как по шестерке мечей про интернет и, кстати, про имидж, так и по карте мир. Ведь это тоже пространство, эфир, интернет. А еще по карте мир это дистанция. Дистанция не только на короткий период времени, а на далекий. Вот, наверное, пока Плутон, перейдя 20 ноября в знак зодиака Водолей, а это больше индивидуальности и больше свободы, мои дорогие. Так вот, на 20 лет перед вами откроет совершенно иные перспективы и, повторюсь, иное качество жизни. Все сферы у вас могут прийти в баланс, как и личная жизнь, как и ваши честолюбивые планы, так и результаты какие-то, безусловно, вы тут получите, итоги подведете, останетесь довольны, при этом будете видеть свои перспективы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда, мои дорогие.